таким Сатурн предстал перед моими глазами. Кольцо у планеты видно без каких-либо проблем. Причем, если мы наблюдаем визуально, то его можно разглядеть уже с увеличением от 30 крат и более. То есть эта задача под силу даже небольшой зрительной трубе. Вот такая фотография Сатурна у меня получилась. Сатурн – это газовый гигант, который состоит преимущественно из жидкого водорода и гелия. Твердой поверхности на нем нет. По своим размерам он занимает второе место в Солнечной системе среди планет, уступая только Юпитеру. Его экваториальный диаметр около 120 тысяч километров, а полярный – примерно 109 тысяч. Расстояние от Солнца варьируется от 9 до 10 астрономических единиц, или в среднем 1 миллиард 400 миллионов километров. Что мы можем тут разглядеть на этом газовом шарике? На самой планете деталей немного, но при некоторой сноровке можно увидеть темные пояса и светлые зональные полосы. У меня на снимке можно разглядеть полярную шапку и экваториальный пояс. Но, конечно, самое интересное – это кольца. Кольца Сатурна не монолитны, а состоят из огромного количества льда и пыли. Мы можем разглядеть 3 основных кольца – А, Б и С. Кольцо С сильно отличается по цвету, оно темное. Также мы видим щель Кассини. Чуть ближе к внешнему краю кольца есть еще один, но менее заметный провал под названием деление Энке. На моем далеко не самом выдающемся снимке его, к сожалению, не видно из-за недостаточной резкости изображения. На самом деле сатурнианских колец и щелей в них известно намного больше, но идентифицировать их в любительские инструменты невозможно. Также на кольце мы можем заметить темное пятно. Это тень, которую отбрасывает сама планета. Если мы сравним разворот колец за 3 последних года, то заметим интересную тенденцию. Разворот уменьшается. Особенно это хорошо видно на анимации. Несложно догадаться, что через некоторое время кольца будут повернуты к нам ребром. А так как ширина колец всего около километра, то они фактически исчезнут для земных наблюдателей. Происходит это дважды за сатурнианский год, то есть примерно раз в 13-15 земных лет. Дело в том, что ось вращения Сатурна наклонена к его орбите на 27 градусов. И вблизи сатурнианских равноденствий для земных наблюдателей тонкие кольца повернуты ребром и практически не видны. В ближайшее время это произойдет в марте 2025 года, правда тогда это никто не пронаблюдает, поскольку Сатурн будет расположен вблизи Солнца для земных наблюдателей. А вот в 2038-39 годах условия сложатся куда более благоприятные. Осталась самая малость – дожить до этого времени. Кстати, если ширина колец составляет всего 1 километр, то их видимый диаметр порядка 274 тысяч километров. Вообще сейчас кольца открыты вокруг всех планет-гигантов, но в любительский телескоп можно рассмотреть только сатурнианские. Как я уже говорил, они состоят из огромного числа льда и пыли, но довольно много камней вращается вокруг планеты и вне кольца. Сатурн – рекордсмен по числу открытых спутников. На данный момент их известно 146. В любительский телескоп при максимальной удаче можно отыскать 8 из них. Впрочем, это крайне сложная задача. К сожалению, у камеры динамический диапазон намного меньше, чем у человеческого глаза. Чтобы увидеть слабые звезды и спутники вокруг яркой планеты, нужно увеличить экспозицию. И вот уже появились 4 спутника. Самый яркий – Титан, Рея, Диона и Энцелад. Причем Титан настолько яркий, что будет визуально заметен даже в бинокль. Для Реи, Дионы, Тефии и Епета потребуются телескопы средних размеров. А вот для Энцелада, Мимоса и Гипериона нужны будут крупные любительские трубы. Полученного результата мне показалось мало, и через несколько дней я решил визуально понаблюдать в 400-миллиметровый телескоп и разглядел 6 спутников Сатурна. Но удивительная сила большой апертуры. Прямо сейчас все эти спутники я вижу своими глазами в 16-дюймовый телескоп в черте города. Это очень круто. Дальше мы пошли в разнос и подключили камеру к этому телескопу. Сатурн приходилось удерживать в кадре руками, потому что тут нет часовых приводов.
Но посмотрите, насколько рулит апертура, насколько больше видно спутников и звезд вокруг. Более того, я обработал это видео, усреднил 300 кадров и сделал фотографию. На ней удалось зафиксировать все 8 из доступных для любительских наблюдений спутников Сатурна. Гиперион, Диона, Тефия, Мимос, Рея, Энцелад, Титан и самый отдаленный Епет. Многие спутники достойны отдельных больших рассказов, но я остановлюсь только на Епете. На моем снимке он выглядит довольно тусклым, хотя я говорил, что он входит в число вполне доступных спутников. Почему так? У Епета есть уникальная черта. Он двухцветный. Одно полушарие у него практически черное, с низким альбедо, а второе ярко-белое, с альбедо 0,5, что в 10 раз больше, чем у темного полушария. Поэтому Епет заметно меняет свою яркость. В момент съемки он, по всей видимости, был повернут к нам своей темной стороной.